Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим просто самое желанное, самое любимое пирожное моего советского детства. Это пирожное воздушное. У меня всегда текли слюнки, когда я видела его на витрине кулинарии. Нежнейшее воздушное безе и вкуснейший сливочный крем-шарлотт. Давайте скорее готовить. Для приготовления французской меренги нам потребуется 125 граммов белков. У меня это белки от 3 куриных яиц очень крупных. Если яйца не крупные, то понадобится 4 яйца. Взбиваем со щепоткой лимонной кислоты до образования пивной пенки. Когда пойдет пенка, можно постепенно ввести сахар. Нам понадобится 250 граммов сахара. Взбиваем меренгу 15 минут. Когда она будет очень плотная и пышная, перекладываем ее в кондитерский мешок. У меня вот такая насадка, закрытая звезда. Она без номера, высотой 5 сантиметров. И на бумаге для выпечки сформируем пирожное. У меня получилось 10 половинок, то есть на выходе будет 5 пирожных. Пирожные большие, можно сделать поменьше. Помещаю на противень и отправляю в духовку, разогретую до 60-80 градусов, чтобы безе просохло. Для крема приготовлю основу. Для нее в ковшик помещаю 3 желтка, 80 мл молока, чайную ложку ванильного экстракта или ванильный сахар можно использовать. Тщательно перемешиваю и добавляю 90 граммов сахара. После этого отправляю ковшик на плиту и доведу смесь до температуры 80 градусов. То есть смесь нагреется хорошо, из нее пойдет пар, но она кипеть не будет. В процессе варки необходимо тщательно перемешивать нашу основу для крема. Масса загустеет немного. Процеживаем ее через сито, чтобы избавиться от возможных комочков. Накрываем сверху пленкой в контакт и оставим остывать до комнатной температуры. Заварная основа остыла. Берем масло комнатной температуры 140 грамм. Жирность масла 82,5%. Взбиваем с помощью миксера несколько минут до посветления. И добавляем к маслу остывшую заварную основу где-то по столовой ложке. Вся основа добавлена, и вот такой прекрасный крем получился. Помещаем крем в кондитерский мешок. Насадка у меня закрытая звезда. Можно, в принципе, любую насадку использовать. Если крем слишком мягкий получился, можно поместить его на 10-15 минут в холодильник перед сборкой пирожных. Пирожные хорошо просохли, они у меня были в духовке 1,5 часа. Вам может понадобиться другое время, все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Безе должны хорошо отходить от бумаги. И должны быть они сухие сверху и внутри. Вот такой характерный звук пустой, значит, это говорит о том, что они хорошо высохли.
Даем им остыть полностью, и можно будет собрать пирожные. Пирожные я положила в холодильник, они у меня охладились, крем застыл. Уже можно их и так подавать, или если хотите, можно еще немножко их декорировать. Окрасила остатки крема в розовый и зеленый цвет. Пригодился крем. Вот такие красивые пирожные получились, и они очень аппетитные.